Pogrywasz? Ding! Coi như cả vợ cả chồng đều đi thì lòng ví dụ cả nhà cháu là cái nhà đi. Hola, друзья! Итак, это наша улица, где мы живем. Такая маленькая уютная улица. Сегодня во Вьетнаме большой день. Сегодня День независимости, 2 сентября. С чем я всех поздравляю, особенно всех вьетнамцев. Нам повезло, и мы в это время как раз оказались в Ханое, где, наверное, будет самое большое празднование. Здесь как раз была эта великая речь сделана. Вот, и мы хотим пройти здесь по всему городу, ну, по городу, по самым известным местам, посмотреть, как проходит праздник. Вот, все магазины мы видим уже закрыты. Вот, многие разъезжаются по родным домам, деревням, чтобы отпраздновать с семьей на пляже, кто как. У Нави новое платье сшили на заказ. Вот, сделали всего за $20. Ну, наша хозяйка апартаментов сшила апартаментов. Вот такие флаги мы заметили везде по всему городу, когда приехали только в Ханой. И, как оказалось, эти флаги вешают как раз перед праздником, перед 2 сентября, перед Днем независимости. Это прям самый большой праздник, самый великий день во Вьетнаме. Вот, и, ну, все дома вывешивают вот такие флаги. Прям, ну, атмосферно становится, конечно. У нас здесь нет байка, как я и говорил, но нам повезло, мы живем в таком месте, где, в принципе, все рядом. Ну, до старого квартала, это самый такой известный старый квартал, здесь идти где-то 40 минут. Тем не менее, можно дойти пешком. А это музей Хошимина. Ладно, буду называть его Хошимином, так как он на русский переводится как Хошимин, на английском Хочимин, и на вьетнамском также пишется. Вот. Сегодня это его день, он революционер, и, можно сказать, с помощью него Вьетнам стал свободным от колонизации Франции в 1945 году, 2 сентября как раз. И 3 сентября он как раз скончался, но в другом году, в 60 каком-то там. Вот, но они, он тоже 2 сентября скончался, но они разделили и сделали отдельно, чтобы не портить праздник освобождения. Очень жарко сегодня. Сегодня я, кстати, с большой камерой. Сегодня мы блогеры-миллионники. И снимаю я в 4К, 50 кадров в секунду. Замучаюсь потом на монтаже. Но вы скажите, как качество на вашем компьютере или телефоне. Вот. Прикольная здесь улица. Мне нравится, что здесь много зелени. Хоть и много трафика, воздух грязный, конечно. У меня здесь аллергия постоянно какая-то. Но все равно прикольно побывать. В общем, это та самая площадь, где Хошимин вышел к народу, 500 тысячам людям, или сколько, точно не знаю. И объявил о том, что Вьетнам теперь независим от Франции и всяких других людей, стран-завоевателей. Вьетнам теперь сам по себе. Вот, и это здесь начался как раз великий день. Но здесь почему-то все закрыто. Я читал в интернете, что вот сюда нужно идти в День независимости. Но почему-то все закрыто. Здесь должны быть всякие парады, не знаю, оркестр. Но почему-то этого ничего нет. Может быть, в другое время, или уже закончилось, или еще не началось.
Найви Капуй, что означает устала. My legs are hurt. Найви постоянно устает, когда мы пешком куда-то идем. Больше 10 минут. Плюс еще жарко. Can we go there? То есть здесь по такому же принципу, как наш Ленин, лежит забальзамированный Хошимин. Museum. Мавзолей это. Mausoleum? Мавзолеем. Но, видимо, в связи с коронавирусом все мероприятия отменены. И большие скопления людей, наверное. Так что не видать нам. We already took money from ATM. We already withdrew money. Пошли, пожалуйста. Я хочу кушать. Все, вызываем скорую. Наверное, хочет кушать. Польское посольство где-то находится. А еще мы также здесь живем рядом с Белым домом вьетнамским, где президент сидит. Пошли, пожалуйста. Ага. Но тем не менее, французы здесь отстроили дофига классных зданий. Не знаю, является ли это супер хорошим плюсом от колонизации. Например, Далат построен, всякие здания красивые, архитектура, культура какая-то привилась, там кофе, все дела. Очень жарко сегодня и душно здесь. Мы все еще направляемся в сторону старого квартала. И по пути хотим найти что-то поесть. Но пока тишина. А насчет того, чтобы посмотреть тело Хошимина, даже не знаю. Я, в принципе, Ленина не видел никогда. Также прошу обратить внимание на левую сторону. Это посольство Ирана. Сегодня я буду ваш гид. А это иммиграционный офис, просто immigration, где, наверное, продлевают визы все иностранцы. Капуй. My legs so painful. At the back of my back leg. На весел Капуй. I cannot walk fast. Сингапурское посольство. Все, время к 12 подходит. Вьетнам засыпает. Потому что Вьетнам на ногах уже наверняка с 5 утра, а не как мы с 10. И снова оживает, наверное, часа в 4. И до ночи уже. О, у меня, блин, это сразу меня передергивает, как вижу полицию, гаишников местных. Что сейчас будет штраф за отсутствие прав. Ну а мы-то пешком сегодня. Какие-то танки нашли. Ой, вертик. Вертик, да. Ос стойки шасси. Ос стойки шасси. Постепенно перемещаемся в старый район. Здания становятся более старыми. Вьетнам становится больше похож на Вьетнам. Give me tissue. Я все съел. А Нави что-то не нравится. I don't like this soup. Капризная Нави. И пельмешки какие-то. И креветки. И лапша.
Вон, пойдемте кофейка теперь. Наверное, ветер задувает. Нави сегодня все ненавидит. Сегодня ненавидит свое платье, еду, которую мы ели, ей не нравится. Надеюсь, кофе хотя бы вкусный. Матча. This I love. Ну, I хоть don't так. hate this. Хоть и это понравилось. Сегодня также он показывает фильмы про Хошимина. Сейчас как раз пока перерыв, все по домам смотрят телевизор, старые фильмы про Хошимина, все такое. В общем, день памяти такой, как у нас 9 мая. Все, мы отдохнули, поели, попили. Нави вроде немного успокоилась, повеселела немного, отдохнула. Сейчас пойдем искать старый квартал. Вот, а мы дальше думаем уезжать отсюда, конечно же. Мы поедем на север, в Сапо, думаем оставить свои вещи нашей хозяйке апартаментов, попросить ее присмотреть за ними и поехать на байке, налегке, путешествовать так по северу на неделю, на 2, может, пока не надоест, чисто останавливаться во всяких мотелях, отелях по пути и наслаждаться видами. Я думаю, качество определенно лучше сейчас, потому что только в этом режиме в 4К 50 кадров работает автофокус. На Ютубе, заметил, очень зависит все от фокуса. Потому что когда я снимаю Full HD 25 кадров, у меня фокус ручной. И когда чуть-чуть фокус мажет, то качество прям очень сильно убивается. На Ютубе как будто выглядит, как будто это не расфокус, как будто просто снято на дешевый телефон. Вот с автофокусом, я думаю, будет нормально. Но автофокус почему-то работает только в 50 кадров, либо если снимаю в 10 мегабит цветовой передачи, короче, в высоком качестве только. Такая улочка. Ну ладно, пойдемте домой. Пещера. Пещеры Ханоя. Вот, в принципе, это и есть старый квартал. Только непонятно, где пешеходная улица. И где улица с этим, с поездом, такая узенькая улица, может, видели. What happened to you, Mona Lisa? This is the best place for shopping here in Hanoi. There are so many stores. Oh, you said go. Такое озеро. Здесь должен быть салют вечером. Но, наверное, его не будет, раз такое дело и все закрыто.
Picture, babe. Видимо, это известная улица, но туристическая, но, видимо, вся движуха здесь вечером, потому что здесь очень много баров, кафе, ресторанов. Вот. И все, наверное, выходят сюда вечером пить, гулять и так далее. А сейчас обеденное время, никого нет, все закрыто, естественно. Все, у Нави снова батарейки сели. Не двигается вообще, не может ходить. Все, мы где-то приближаемся к этой улице с поездом. Надеюсь, она открыта. Вот просто в Google Maps забили Street Train, ну типа улица, поезд. Jude! Insimin GTNI! Kapoy. Palaka. Нави уже ругается на Сибуана. Нави если ругается, то на Сибуана обычно. Чтобы я не понимал особо. Train. This is the popular train railway here in Hanoi, Vietnam. Все, вот мы здесь. Or the- Пойдемте, пройдемся. Да, дофигища кофешопов сюда, в которых вызывают. Можно также на втором этаже посидеть. Сейчас, может, где-нибудь и присядем. Не знаю, вообще ходят ли поезда сейчас или нет. А это другая сторона этой улицы, такая более живая. Здесь прям живут люди. Меньше кафе, больше реальности. Нашли расписание. В общем, сегодня среда. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Только с 7 вечера до 10 вечера. То есть сам поезд в утренние часы и в дневные только по выходным. Вот, так что либо в другой день, да, может в субботу или в воскресенье сюда приехать, поезд посмотреть. Так, нам сказали, что мы сегодня счастливчики на самом деле, и поезд будет, потому что сегодня праздник. Вот. Через 10 минут при этом нам повезло. Все, мы готовы, ждем поезд 8 минут. Заказали, кстати, я заказал себе кофе с яйцом. Вот. Всем настоятельно рекомендую его попробовать, и я еще его ни разу не пробовал. Хотя уже 6 месяцев мы во Вьетнаме. Ai chè đũa đen đi. Ai chè đũa đen nào. Ai chè đũa đen đi. Yes. Egg coffee is for you. Ooh. So this is the egg coffee. Try This that. egg. You try. Egg. Egg coffee. Your first egg coffee in Vietnam. Итак, мой первый кофе.
с яйцом. Я прям как будто и не чувствую яйцо. Нет, надо помешать больше. Да, вкусно. Yeah, very nice. Что я люблю гоголь-моголь. Это взбитое яйцо называется в России гоголь-моголь. Yeah, it's nice. Мое почтение. Что это? Это манго. Манго. Это манго. Это манго. No. I can hear it. It was like riding a roller coaster. Нави так испугалась. Аж закричала, бедная. Как мы вовремя все-таки пришли. Я думаю, не так часто он проезжает здесь. А мы здесь всего были полчаса и уже увидели. Крутяк. Все, обратно едем на такси. Судя по цене, это реально недалеко. То есть этот поезд прям недалеко от дома нашего уходит. Но мы уже что-то так устали. Ну, вообще не все, конечно, поголовно носят маску сейчас. Несмотря на то, что город большой. Вот, все равно, ну, нет такой уже паники, как и раньше. И нас не боятся там в кафе, когда я без маски хожу спокойно. Ну, вот сейчас в такси только парень попросил надеть маску. А так в основном нормально все. Площадь эту открыли, которая была закрыта днем к мавзолею. This was the entrance this morning. Все, ну и тут дальше, как обычно, машина не может проехать, только для байков улица. Все, ну вот и все. Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск столичный. Так что спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо! Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Все как обычно, вы все знаете. Пробивайте, размазывайте эти колокола. И будет мое почтение. Мое почтение. Пока. До свидания. Пошли домой, я хочу кушать. У тебя есть деньги? Я потеряла.